Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Майкл проснулся от того, что в доме кто-то ходил. Не крался, не прятался, просто ходил. Медленно, тяжело, волоча ноги по паркету. Карканье началось у входной двери, пересекало гостиную, замирало на кухне. Потом снова, маршрут не менялся. Он сел на кровати, часы на тумбочке показывали 3:47. За окном ни луны, ни фонарей, только чернота и редкие сосульки на карнизе. Дом был куплен прошлым летом, в другом штате, подальше от всего. Именно здесь они должны были начать новую жизнь. Они – это Майкл, его жена Лиза и дочь Софи. Должны были. Лиза умерла 3 месяца назад. Рак поджелудочной. Быстро, грязно, без надежды. Софи забрала ее мать, бабушка Маргарет, Ореон, потому что Майкл перестал разговаривать, перестал есть, перестал напоминать человека. Он остался в доме один, точнее, почти один. Шарканье приблизилось к спальне. Майкл замер. Сердце стучало где-то в горле, пульс отдавал в висках. Он знал, что должен встать, взять бейсбольную биту из-под кровати, выйти в коридор, но ноги не слушались. Тело предавало его так же, как предало Лизу. «Кто здесь?» – спросил он в темноту. Карканье остановилось прямо за дверью. Майкл услышал дыхание. Нет, не дыхание. Это был звук, похожий на дыхание. Влажный, с присвистом, как у человека, у которого в легких плещется жидкость. Лиза дышала так последнюю неделю. Он включил ночник. Никого. Коридор был пуст. Паркет блестел. Его не мыли с ноября, но посреди коридора, прямо напротив спальни, стояла лужа. Вода? Нет. Жидкость была темной, вязкой, с металлическим запахом. Майкл опустился на колени, коснулся пальцем. Теплая. Кровь. Он поднес палец к носу. Кровь пахла не железом. Она пахла ландышами, духами Лизы. Майкл не спал в ту ночь. Сидел на кухне с кружкой кофе, который давно остыл, и смотрел на входную дверь. Замки были закрыты, цепочка на месте, но легкий сквозняк шевелил шторы. Хотя все окна запечатаны пластиком. Зима, черт возьми. В 6:30 утра позвонила Софи. «Папа, ты слышал?» Ее голос был испуганным, детским, хотя ей уже 16. «Что, малыш?» Мне приснилась мама. Она стояла у моей кровати, вся мокрая, папа, и говорила:
Скажи ему, чтобы не искал. Я уже не та». Майкл сжал телефон так, что пластик захрустел. «Это просто сон, Софи, успокойся». «У нее не было глаз, папа. Вообще. Просто черные дыры. И она пахла цветами». Он сбросил звонок, нажал на блокировку. Потом передумал, разблокировал, но звонить не стал. Вместо этого поднялся в спальню, открыл шкаф Лизы. Вещи висели нетронутые. Платье, блузки, ее любимый кардиган, подаренный на день рождения. Майкл прижал кардиган к лицу и вдохнул. Ландыши. Только теперь запах шел не от ткани. Шкаф пах так само, изнутри, будто кто-то прошелся по вешалкам, дотрагиваясь до каждой вещи. Он захлопнул дверцу, вышел на лестницу, спустился в подвал. Подвал он не любил, там стоял старый морозильник, оставшийся от предыдущих хозяев, семейной пары, которая, как рассказывали соседи, просто исчезла в один день. Полиция нашла машину на трассе, ключи в зажигании, кошелек на сиденье, людей нет. Майкл тогда не придал этому значения, теперь да. Морозильник был заперт на висячий замок. Майкл не запирал его никогда, ключей вообще не было. Он обошел морозильник с другой стороны и замер. Замок валялся на полу, сорванный, будто его открыли силой, а крышка морозильника была приоткрыта на 5 сантиметров. Из щели тянуло холодом и ландышами. Майкл взялся за край крышки. Металл обжег пальцы. Не холодом, чем-то другим, тем, от чего немеют нервы. Он поднял крышку. Внутри было пусто. Абсолютно пусто. Никаких следов, никакой плесени, никакого запаха, кроме того же сладкого, удушающего аромата. На дне лежала фотография, их свадебное фото. Лиза смеется, Майкл обнимает ее за талию. На обороте ручкой написано «Я всегда буду с тобой». Почерк Лизы. Он перевернул фото, с лица Лизы что-то смотрело. Майкл не мог описать это иначе. На фотографии в ее глазах была не радость, было ожидание, голодное, терпеливое, древнее. Майкл выбежал из подвала. В тот же день он поехал в город, единственный городок в 40 милях от дома. Кроуфорд. Население 300 душ, одна церковь, один бар и одна библиотека. Майкл направился в церковь. Отец Томас был стар, сед и абсолютно не похож на священника. Пахло от него виски и старыми книгами. Он выслушал Майкла, не перебивая, и только в конце спросил: «Вы пытались ее вернуть?» «Что? Нет, она умерла». Майкл запнулся. «Я не... Нет». «Вы лжете, сын мой. И себе, и мне. Такие вещи не приходят просто так. Кто-то открыл дверь». Майкл хотел возразить, но слова застряли в горле, потому что он вспомнил. Тот вечер, за 3 дня до похорон, он сидел в гостиной, пьяный, разбитый, и листал старые форумы, те, куда нормальные люди не заходят. Обряды, ритуалы, заклинания. Он нашел одно, простое, как ложь. Свечи, фотография и слова, написанные кровью, своей, конечно. Все. Он проделал это в полночь, и ничего не произошло. Или он просто не заметил. Может быть», — сказал он. Отец Томас перекрестился 3 раза. «Вы не вернули ее. Вы вернули нечто, что приняло ее облик. Теперь оно здесь,
И оно хочет не любви, оно хочет тела. Какое тело? Ваше или вашей дочери. Мертвым нужно место среди живых, а живые место не сдают. Майкл вернулся домой затемно, внутри горел свет. Он точно его не оставлял. В руке кухонный нож, второй в кармане куртки. Он вошел через заднюю дверь, тихо, как вор. Гостиная была пуста, свет горел в спальне наверху. Он поднялся по лестнице, стараясь не скрипеть. Нож блестел под лампой на лестничной клетке. Дверь в спальню была приоткрыта. Изнутри доносился звук. Не шарканье, нет, тихий горловой смех. Смех Лизы. Майкл толкнул дверь. Она сидела на кровати. Лиза. Ее лицо, ее волосы, ее любимая ночная рубашка. Та, в которой она встретила свой последний рассвет. Только кожа была серой, как у утопленницы, и глаза абсолютно черные, без белков, без зрачков, как два выжженных осколка тьмы. «Привет, Майкл», — сказала она. Голос был ее, но интонация нет. «Ты искал меня?» «Лиза?» — выдавил он. «Ее больше нет». Существо улыбнулось. Улыбка Лизы, зубы Лизы, но за ними пустота. «Я та, кто пришел по твоему зову. Ты назвал мое имя. Ты дал мне кровь. Ты дал мне порог. Теперь я здесь. Я хочу то, что принадлежит мне». «Что?» «Все». Она встала. Движения были плавными, слишком плавными, будто ее кости сгибались не в тех местах. Один шаг, и Майкл почувствовал холод, исходящий от нее. Другой, и нож выпал из его руки, потому что пальцы перестали слушаться. «Не бойся», — сказала она, приближаясь. «Ты же хотел вернуть ее, удержать, не отпускать. Я здесь, Майкл. Я никогда не уйду». Она коснулась его щеки. Рука была мертвой, ледяной, жесткой, как резина. Но на секунду Майклу показалось, что он снова чувствует тепло, что это действительно она. «Лиз, прости», – прошептал он. «Я не должен был». «Нет, не должен». Глаза затянулись еще чернее. «Но сделал. А теперь расплачивайся». Он очнулся в подвале, связанный. Скотч на рту, веревка на запястьях. Вокруг свечи, расставленные по кругу. Те самые, из ритуала. Морозильник стоял открытый. Из него валил пар. «Я должна была вернуться в тело», — сказала она, сидя на корточках перед ним. «Но мое тело сгорело. Кремация. Твоя идея умная, Майкл. Только теперь мне нужно другое, подходящее». Она погладила его по голове, как собаку. «Ты знаешь, что Софи приезжает завтра?» Бабушка заболела. Девочка едет к папе. Одна, на автобусе. Майкл забился, замычал сквозь скотч. «Тише». Существо наклонилось к его уху. «Я могла бы взять тебя, но ты слишком большой, слишком старый. Софи молодая, сильная. Ее тело прослужит долго. И она станет мной, а я ею». Оно засмеялось снова, тот же смех Лизы, но теперь в нем звучало что-то еще, детское, невинное, ломающееся. «Ты хотел вернуть жену, Майкл. Ты вернешь. В теле дочери. Разве это не идеально? Она будет с тобой всегда. Молодая, красивая, послушная». Он рванул веревки. Бесполезно.
Не трать силы, завтра большой день, а сегодня отдыхай. Она вышла, свечи погасли сами. Софи приехала в полдень, автобус опоздал на час. Снег, дороги. Она шла от остановки пешком, с рюкзаком за плечами и с красным шарфом, который связала Лиза. Последний подарок. Дом выглядел нормально, из трубы шел дым. На крыльце стоял отец, улыбался, махал рукой. «Папа!» – крикнула Софи и побежала. Он обнял ее слишком крепко, слишком холодно. «Я скучала», – сказала она в его куртку. «Я тоже, малыш, я тоже». Он впустил ее внутрь. В доме пахло ландышами и чем-то сладким, приторным, как испорченные фрукты. Софи поморщилась. «Что это за запах?» «Мамины духи. Я не могу их выбросить». «Понятно». Она скинула ботинки. «А где обещанный ужин? Я с утра не ела». «На кухне. Проходи». Она прошла в кухню. На столе стояла тарелка с супом, рядом хлеб, стакан сока. Все как она любила. Софи села, взяла ложку и замерла. В супе плавали черные хлопья, маленькие, похожие на пепел. «Пап, что это?» «Ешь», — сказал он. Голос был ровным, пустым. «Пожалуйста, Софи, ешь». Она подняла глаза. Взгляд отца был чужим. Не стеклянным, нет. В нем что-то смотрело изнутри, что-то очень голодное. «Папа, ты меня пугаешь». «Ешь», — повторил он, но на этот раз голос дрогнул, и из его рта вырвался второй звук, тонкий, высокий, как у ребенка, который плачет в колодце. «Пожалуйста, не ешь». «Что?» Он схватился за голову, затрясся. Глаза закатились, потом снова сфокусировались и стали черными целиком. «Не слушай его, Софи. Он слабый. Ешь суп, и все пройдет легко». «Кто ты?» Она вскочила, опрокинув стул. «Где мой отец?» «Твой отец здесь». Существо улыбнулось ее лицом. «Внутри. Как и я внутри тебя. Мы станем одной семьей, как ты хотела». Софи побежала к выходу, но дверь не открылась. Заперта изнутри, ключа нет. Она метнулась к окну. За ним была темнота. Среди бела дня. «Не прячься!» Голос шел отовсюду. «Я ведь тебя люблю. Я твоя мама. Я всегда тебя любила». «Ты не мама!» – закричала София, сжимая в руке нож для масла. Единственное, что попалось под руку. «А кто?» Существо вышло из тени. Теперь оно уже не скрывалось. Лицо Лизы, тело Майкла, движение ничьи. Оно подходило, покачиваясь. «Я та, кого призвали. Я та, кто ответил. Я та, кто всегда приходит, если ее очень сильно позвать. Оставь нас!» Поздно. Ритуал завершен. Кровь пролита. Имя названо. Осталось только занять место. Существо протянуло руку. Ладонь раскрылась. На ней лежала та самая фотография, свадебная. Теперь на ней не было лиц. Вообще. Просто два овала кожи. Гладких, как яйца. «Видишь? Они стерлись. Твои родители. Теперь здесь будем мы с тобой». Софи ударила ножом, попала в плечо. Черная, густая, как смола, кровь брызнула на стену. Существо даже не поморщилось. Выдернула нож, отбросила его в сторону и схватила девочку за горло. Хорошая попытка. Боль – это просто информация, а я вне информации. Оно потащило ее в подвал. Софи царапала пол, кричала, звала отца. Но отец был там,
внутри этой твари, запертый в собственном теле. Он слышал каждое слово и не мог ничего сделать. В подвале горели свечи, морозильник был открыт. Внутри лежал Майкл, живой, связанный, с отрезанным языком, лицо в крови и слезах, глаза безумные. «Папа!» – закричала Софи. «Смотри!» Существо улыбнулось. «Я приготовила для тебя место. Рядом с ним. Ты будешь лежать в холоде, пока я не срастусь с твоим телом. Это займет не больше суток. Потом ты проснешься, и все будет хорошо». «Нет!» Софи вырвалась, бросилась к морозильнику, пыталась развязать отца, но веревки не поддавались. «Мило!» Существо наблюдало, но бесполезно. Оно подняло руку, щелкнуло пальцами. Софи упала на колени, будто кто-то выключил ее ноги. Тело стало тяжелым, чужим. «Не сопротивляйся. Чем больше боли, тем легче переход». «Зачем?» – прошептала Софи. «Зачем тебе это?» Существо наклонилось. Глаза Лизы, которые теперь были глазами Майкла, смотрели с неожиданной грустью. «Потому что я тоже была живой, девочка. Тоже любила, тоже хотела остаться. А когда умерла, поняла, что смерти нет. Есть только переход, и я выбираю переходить в тебя». Оно положило ладонь ей на лоб. Ладонь засветилась холодным синим светом. «Спи!» Софи закрыла глаза. Она проснулась в своей кровати, в своей комнате утром. Солнце светило в окно, снег искрился за стеклом, дышало тепло батарей. Все было нормально. Она села, посмотрела на свои руки, обычные руки 16-летней девочки. «Софи!» Голос снизу, папин голос. «Завтрак готов». Она спустилась, на кухне сидел Майкл, живой, целый, с нормальными глазами. Перед ним тарелка яичницы, кофе. Рядом ее любимые блинчики. «Ты хорошо спала?» – спросил он, улыбаясь. «Да». Она села за стол. Мне снился странный сон про подвал. «Какой подвал?» «Неважно». Она взяла нож, отрезала кусочек блина, поднесла ко рту, остановилась. Запах, ландыши. Она подняла глаза на отца. Он улыбался той же улыбкой, только в углах его рта, чуть заметно, если присмотреться, было что-то черное. Какая-то нить, тонкая, как волос, тянущаяся из его горла куда-то в глубину. «Папа», — спросила она, — «ты меня любишь?» «Больше всего на свете», — ответил он, — «и всегда буду». Она улыбнулась в ответ и съела блинчик. А в подвале, в закрытом морозильнике, лежало тело. Тело 16-летней девочки с черными дырами вместо глаз. Оно еще дышало, оно еще пыталось кричать, но сверху, из кухни, доносился смех. Детский, невинный, счастливый. Смех Софи. И голос, который сказал: «Бутерброд будешь, папуль?» «Конечно, доченька». Тишина. Звякнула посуда. Существо, которое пришло за любовью, получило дом, и никто не придет его выселять.